Приветствую всех своих зрителей. Сегодня буду готовить диетическую низкокалорийную пищу. А называется эта еда суп-пюре из кабачков. И пока мы не приступили, предлагаю подписаться на канал, а чтобы не пропустить новые рецепты, нажать на колокольчик и разрешить всем вашим устройствам оповещать вас о новых роликах. Ставим нравится и начинаем. Для приготовления супа мне понадобится овощной бульон 3 стакана, картошка средняя 1 штука, морковка средняя 1 штука, молоко 1 стакан, прованские или итальянские травы, сыр острый, я использую обычно пармезан, соль пол чайной ложки. Кто не успел записать, для тех внизу бегущая строка. В конце ролика я повторю список всех ингредиентов. Готовый овощной бульон у меня закончился, поэтому сейчас быстренько вспомним рецепт. Подсказка появится вверху справа. И вместе сварим свеженький бульон. Предварительно подготовленные ингредиенты для бульона кладу в кастрюлю. Сюда идет лук репчатый, лук-порей, морковь, сельдерей, чеснок, связка свежей зелени, лавровый лист и горошек смеси 5 перцев. Как только бульон приготовился, приступаю непосредственно к супу. Очищенные овощи нарезаю кубиком, закладываю в кастрюлю, заливаю процеженным бульоном и варю до мягкости. Добавлю сушеные пряности. Морковку из сваренного бульона тоже использую в супе. 1 стакан молока ставлю в микроволновку и довожу почти до кипения. Затем добавляю к остальным ингредиентам. Соли кладу совсем немного. Суп все же диетический, к тому же пармезан тоже добавит свою соль. Не знаю кто как, а я привык, что любые супы-пюре подают обычно с сухариками. Не теряя времени, нарезаю из мякоти хлеба кубики и на абсолютно сухой сковороде слегка поджариваю их. Для сухариков я люблю брать хлеб на закваске. Сегодня в этой роли у меня чиабатта. Это не обязательно, можно использовать любой хлеб с пористой структурой мякоти. Овощи сварились, снимаю кастрюлю с плиты и погружным блендером делаю пюре. Пармезан добавляю после работы блендером, тут уже можно обойтись столовой ложкой и размешать сыр до полного его растворения в горячем пюре. Диетический суп из кабачков готов. Добавляйте сухарики и приятного аппетита. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч!